Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Наконец-то долгожданное видео, которое я давно откладывала, это маникюр самой себе на правой руке. Я правша, и выполнять маникюр левой рукой мне совсем не просто, это растягивается очень надолго. В видео покажу некоторые нюансы, особенности работы на себе. Посмотрим, что из этого получится. Подписывайтесь на канал, давайте приступать. Перед выполнением коррекции надеваю перчатку. Она будет защищать кожу от пыли, а также на нее не будет фокусироваться камера, для того, чтобы лучше было видно основную руку. Вот так и выглядят мои ногти, им больше 1 месяца, они пережили 2 похода в лес за грибами, стройку на даче, монтажный клей, ну, в общем, они пережили многое и сейчас выглядит именно так. Один ноготь средний у меня отслоился, сломался, но тем интереснее выполним его наращивание. Для начала мне необходимо снять старое покрытие, у меня было выполнено укрепление базы гель-лак. Снимать я буду аппаратом Strong, твердосплавной насадкой. Включаю аппарат направления реверс, поскольку я буду снимать левой рукой на правой. Твердосплавной насадкой с зеленой насечкой формы конус. Она будет легко обрабатывать все по периметру ногтя. Сразу скажу, я правша, и мне очень неудобно снимать. У меня левая рука абсолютно не так развита, как правая, и для меня это затруднительно. И выполняю длинные движения сверху вниз. Также делаю опору для того, чтобы насадка глубоко не проникала в ногтевую пластину. Снятие произвожу на максимальных оборотах или приближенных к ним. Неважно, какой у вас аппарат, всегда снимаю на максимально. Сначала снимаю цветное покрытие, углубляясь до базового слоя. Покажу вам еще один способ, как я снимаю гель-лак. Включаю положение форвард, кладу палец на какую-нибудь поверхность и начинаю снимать от кутикулы к свободному краю. В этом положении самое главное не попасть на кутикулу и не повредить ее. Кончиком насадки убираю гель-лак в зоне кутикулы и сглаживаю базу. Часто для того, чтобы не водить насадкой, я подкручиваю свой палец навстречу насадке для того, чтобы материал снимался легче. Часто новички могут столкнуться с тем, что насадка бьет о свободный край при снятии. Происходит это из-за того, что вы неуверенно держите палец и рукоять. Веду насадку с равномерным давлением до самого кончика. Если ее приподнимать, она стукнет по торцу и сломает кончик. При снятии не так много отслоек, и это очень хороший результат, потому что у меня всегда проблемы с носибельностью материала, неважно, чем я их укрепляю, гелем, акрилом, акригелем, отслойки всегда практически, и сейчас я подобрала такие базы, которые подходят оптимально. На большом пальце поперечная арка у меня перекручена, поэтому этот дефект буду также ремонтировать. Придаю форму ногтям, у меня миндаль. Использую для этого пилку 180 на 240 грит и сразу ставлю пилку под ногтевую пластину, чтобы убрать длину. Обычно всегда клиентам я придаю форму после маникюра, но кутикула у меня тонкая, не разросшаяся, поэтому форму можно придать на этом этапе. Теперь сглаживаю переход от натурального ногтя к искусственному материалу, убираю небольшие отслойки, которые есть, матирую поверхность. На среднем ногте полностью убираю свободный край, чтобы он не мешал постановке формы, и делаю более округлую линию улыбки. По бокам вижу отслойки. Они у меня часто происходят от того, что ногти очень гибкие, арочные, скручиваются. Материал не может повторить форму изгиба ногтя и отслаиваться. Для того, чтобы минимизировать этот эффект, я сначала наношу пластичную базу, а на нее твердую, чтобы мягкая база повторяла изгибы ногтя. Большой палец я просто кладу на пилку и начинаю водить своей рукой в обе стороны для того, чтобы убрать длину. Кто-то из вас еще подпиливает так ногти? Если да, ставьте пальчик вверх.
Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного, с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. По маникюру техника не отличается. Работа в положении форвард на скорости 15-17 тысяч оборотов и иду справа налево. Предварительно я не поднимала кутикулу ни апельсиновой палочкой, ни пушером, потому что она не сильно стелется на ногтевую пластину и насадка с легкостью заходит под нее. Самое главное работать аккуратно, чувствовать нажим, он должен быть совсем небольшим, и мы идем в большей части по коже, едва-едва касаясь ногтя. В этом же положении сразу шлифую боковые валики и прорабатываю боковую пазуху. На среднем нужно особое внимание уделить зоне правого синуса, там всегда больше нарастает кожа, потому что мы держим ручку. Сразу в этом же положении шлифую сухую кожу и заусенцы над кутикулой. Если вы чувствуете, что где-то насадка стопорится, приостанавливается, то, скорее всего, вы пропиливаете ногтевую пластину. Убедитесь, что вы делаете опору и сильно не давите на ноготь. Закончила с левой стороной, теперь переключаю направление вращения, реверс, устанавливаю такую же скорость и иду слева направо, обрабатывая правый синус. Закончила с приподнятием кутикулы и перехожу к срезу. Для среза я люблю использовать ножнички-твизеры от Stalex, но они для правши, поэтому выполняю следующий прием. Отворачиваю палец от себя, ставлю ножницы в левый синус и срезаю таким образом кутикулу. Не будет заусенец. Отдельно приобретать ножнички для левшей нет никакого смысла. Либо выполняйте срез при помощи кусачек. Этой же алмазной насадкой пламя шлифую валик после среза на скорости 15-17 тысяч оборотов. Упс, во время обезжиривания отломался кончик на указательном. Теперь придется ремонтировать и его. Результат после маникюра. И приступаем к покрытию. Ногти у меня тонкие, поэтому всегда наношу дегидратор, который убирает излишки влаги из ногтевой пластины, и бескислотный праймер. Праймер, в отличие от дегидратора, наношу только на натуральный ноготь. Мне подошла вот эта база Eco Base. Именно с этой базой у меня было выполнено предыдущее покрытие, и оно хорошо продержалось. Базу наношу тонким слоем, сразу на все ногти и отправляю на просушку в лампу на 30 секунд. Сейчас я вам показываю, как вырезать нужную форму для новичков на бумажной подложке. Обычно я сразу снимаю с бумажной подложки и работаю без нее. Но для того, чтобы форма не прилипала к перчаткам, к рукам, вы можете вырезать окошко и уже в таком положении прикладывать к своему ноготочку. У меня натуральные ногти растут вверх. Соответственно, форму я буду ставить немного вниз. И сейчас видна щель между натуральным ногтем и формой. Это говорит о том, что мне нужно подрезать вот в этих местах боковых, чтобы формочка хорошо встала. Я делаю небольшой надрез, и у меня улыбочка становится более такая плоская. Вот, прям плоская улыбка. Поставляем к ноготочку и запоминаю места насечек, потому что валики у меня высокие, и вырезаю ушки, чтобы освободить боковые валики от формы. Теперь могу снимать форму с подложки, склеивать нижние ушки точно 1 к 1. Поскольку у меня форма миндаль, иду на заужение, подставляем. Смотрю на центральную линию, чтобы она была продолжением центральной оси пальца. Закрепляю задние ушки, натягиваю формочку, склеиваю внизу и обжимаю. Смотрю со всех сторон, чтобы форма везде стояла в стык. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там вас ждет еще больше полезной информации. Для выкладки буду использовать прозрачный гель высокой вязкости. Для того, чтобы материал не растекался, мне было комфортно с ним работать.
Также можно выполнить моделирование и при помощи акригеля, но на моих ногтях результат от геля мне нравится больше. Набираю небольшую каплю, ставлю ее на бумажную форму, вытягиваю длину и сразу раскладываю материал на форму миндаль. Хорошо стыкуем, где точки вроста. Подложка должна быть средней по толщине, не очень тонкая, не толстая. Все выложили и отправляем в лампу на просушку на 1 минуту. Просушила подложку, отделяю форму от подложки, от тоненькой. Сделаем на остальных ноготках ремонт этим же гелем. На указательном отвалившийся кончик вытягиваю по воздуху. Быстро вытянула, отправляю в лампу, чтобы гель не успел стечь. На безымянном докладываю материал, чтобы сделать ровную параллель. В этой технике важно быстро работать. Сделали ниточку из геля и быстро отправили руку в лампу. С другой стороны безымянный сильно скручивается. Добавим материала, чтобы выровнять поверхность, потому что база для гель-лаков будет у нас растекаться. Мы сразу сделаем подложку из моделирующих материалов. И на большом пальце, здесь недостающая параллель, беру побольше материала, выложила по воздуху и отправляю в лампу. После просушки материала подпиливаем форму, все неровности. Придаю форму на подложке среднего, только нужно делать это крайне аккуратно, для того, чтобы она не сломалась. Сравниваю средний с остальными ногтями по форме, по длине. Теперь убираем липкий слой и сделаем архитектуру при помощи прозрачного геля средней вязкости. Слегка окунаю кисть в материал и сначала промазываю слегка поверхность ногтевой пластины, чтобы ее увлажнить, чтобы гель растекался по этой увлажненной поверхности и сам распределялся. Набираю большую каплю, ставлю ее на наивысшую точку и сначала распределяю у кутикулы. Толкаю к ней в стык, делаю движение назад. Снимаю излишки материала, переворачиваю руку и при помощи тонкой кисти распределяю материал. Если материал зажег в лампе, уберите из нее руку. Когда жжение пройдет, обратно ставьте на просушку. Просушила, снимаю липкий слой. Все равно ноготь такой широковатый получился, поэтому подпилим его, чтобы уже не возвращаться к этому этапу. Немного опилила поверхность, обезжирила и теперь буду выполнять выравнивание густой твердой базой от Lionel, называется она жидкий полигель. Действительно крепкая, что-то наподобие геля. Почему я сейчас буду выполнять именно выравнивание не гелем стандартным, а этой базой? Все зависит от специфики моих ногтей. Очень часто гель твердый может сколоться или отслоиться по бокам, а с этой базой, как раз она была у меня до этого нанесена, все продержалось отлично, поэтому я не буду сейчас рисковать, менять технологию, потому что мои ногти капризные, а эта база им подошла. Но это далеко не значит, что эта база универсальная и будет подходить под все типы ногтевых пластин. Я читала отзывы, когда девочки писали, что у них эта база скалывалась. Именно поэтому я нанесла подложку из жидкой, очень пластичной, липкой базы. Набираю каплю, ставлю большую часть в зоне около кутикулы, на свободный край лишь немного перетягиваю. Распределяю материал по бокам, помогаю себе тонкой кистью. Переворачиваю руку, чтобы сформировать архитектуру. Оцениваю блик под настольной лампой. Если он ровный, отправляю на просушку. Выравнивание ногтевой пластины базы всегда выполняю по одному ноготочку, чтобы материал не растекался. Если вы делаете себе, то удобнее работать в густой консистенции. Поскольку ноготь смотрит вверх, соответственно, больше материала я буду класть в зону у кутикулы. Ставлю каплю, приподнимаю кисть и провожу до свободного края.
удобства я ставлю свои пальчики на лампу или на другую поверхность, на пылесос, на подставку для маникюра. Так ноготь находится ближе и хорошо видны все нюансы. Но вообще, конечно, я привыкла работать крайне близко, когда ноготь чуть ли не у носа, чтобы все досконально увидеть. Здесь все-таки не так это удобно. Если блик ровный, отправляем в лампу. Выполнила выравнивание, теперь снимаю липкий слой и буду покрывать цветом. Аккуратно веерным способом прокрашиваю под кутикулой. Во время прокраски свой пальчик наклоняю немного вниз, чтобы не было затеков на кутикулу. И в тех местах, где мне неудобно зайти кистью из флакона, я прокрашиваю тонкой кистью. Сначала при прокраске я отступаю от кутикулы миллиметр, а затем его уже подвожу тонкой кистью. Покрываю цветом аккуратно в 2 слоя. Во время разглаживания материала кисть располагаю лежа параллельно ногтевой пластине, чтобы не было проплешин. Если возникли затеки, убираю быстро апельсиновой палочкой или пушером. На других ногтях покрою камуфлирующей базой молочного оттенка с блестками. После просушки снимаю липкий слой. В качестве дизайна у нас будет стемпинг. Снова повторю дизайн со стемпингом, с цветочным орнаментом, он мне очень понравился. Смотрится очень интересно. Кстати, скоро на моем канале выйдет полный ролик стемпинг от А до Я. Подписывайтесь, чтобы его не пропустить. Покрываю глянцевым топом. Но это еще не все. Нам нужно с обратной стороны ногтевой пластины выпилить то, что мы донаращивали, где появилась ступенечка. Положение форвард. На невысоких оборотах около 20 тысяч выпиливаю ступеньку с внутренней стороны. После этого можно подправить пилочкой торец для четкости. Маникюр на себе на одной руке у меня занял по времени 4 часа вместе со съемкой. Это очень долго, именно поэтому я не очень люблю выполнять маникюр самой себе, но результатом я довольна. Пишите в комментариях, сколько у вас занимает времени маникюр, если вы его делаете сами себе. Желаю всем успехов в работе. Пока-пока!